Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня мы с вами разберем момент, да, уже были вопросы, все спрашивали, все просили, там некоторые люди, показать, как штопаются рыболовные сети. На примере там вопрос у кого-то был, там как штопается 50 ячья, 100. Разницы нет никакой. Штопать 50, там 100 миллиметров или там 55, 60. Разницы нет никакой. Ну, скажем, взяли мы полотно, вот здесь вот такое у меня есть, на 50, по-моему, на 50. Скажем, штопать сети, если небольшой износ у них, да, поштопать рентабельно, чтобы ваша непосредственно сеть была в хорошем состоянии, скажем так, да. То есть, отрыбачили сезон, там, как правило, на сезон хорошие рыбаки, да, любители, имеют ряд сетей. Имеют сети зимние и имеют сети летние. И, скажем, когда вы рыбачите, да, летними сетями, то зимой их ремонтируете. А рыбачите наоборот, там, летом, то ремонтируйте зимние сети. И если их все время так следить за ними, они долго будут вам служить верой и правдой. На сетях бывают разные, скажем, дырки. Я, наверное, разделю эти дырки в две позиции. Первая позиция – это, скажем, рваные дырки. И вырванные, скажем, да, какой-то клок вырванный на сетях. Много мы не будем этим заниматься, там, делать, да. Скажем, к примеру, возьмем там с вами рваную дырку, да. Каким-то образом там где-то что-то подцеплялось, там, так вот, возьмем так, в хаотичном порядке мы ее вырежем, да. Это будем считать, что это непосредственно рваная дырка. В хаотичном порядке порезал тут как-то, да. Это будем считать, что рваная дырка. Да. И здесь, как правило, если мы видим и пользуемся сетями, да, что сеть у нас состоит ромбовидная, да. То есть ромбики есть у нас с вами, ромбики. Непосредственно есть ромбики, которые крепятся с 4 сторон. Да? Не квадратики, квадратные, если квадратом вот так взять, да, квадрат, это называется батутная вязка. В рыболовных сетях используется сетная вязка, сетное плетение, то есть ромб. И ромб крепится, вот оно, эти по порядку так и они идут, эти ромбики. По порядочку так и идут. Берем, допустим, вот рваная. Нам, чтобы рваную, да, состыковать эту дырку, сделать ее заново, да, скажем, заштопать, так называемое заштопать дырку. Нам надо понять, что у нас здесь с вами, да, скажем, как она порвана. Начинают смотреть и начинают просматривать сверху. То есть сеть у вас там закреплена, и сверху смотрим. Вот ячея есть, да. Вот здесь ячеи не хватает уже, да. Дальше смотрим. Вот, скажем, вот этот ряд мы просматриваем. Просматриваем рядами. Вот, допустим, ряд идет, ряд. Вот есть ячея, есть ячея, есть ячея. И так пошел дальше ряд, целые ячеи. Здесь просматриваем вот этот ряд. Есть ячея, есть ячея, есть. Хоп, нету ячеи, порвано. Есть ячея, да. И вот так рядами мы ее будем штопать. Кто изначально будет учиться штопать рыболовные сети, я рекомендую провязывать рядами, не пытаться стыковать низ. Я сейчас буду стыковать низ, но когда вы не понимаете, лучше его подрезать. Лучше подрезать, тогда вам будет проще, а потом в дальнейшем, когда вы будете делать эти манипуляции, вам будет уже понятно, что куда там подстегивать. Значит, вот здесь не хватает у нас до ряда. И здесь на ряде есть ячея. Тоже есть ячея. То есть здесь нам необходимо добавить
скажем, даже начиная сеть, сейчас сеть, откуда ее начать, нам не хватает вот этого кубика. Значит, как я ее начну сейчас ремонтировать? Мне необходимо сделать вот эту ячею. Сделать вот эту ячею. Это я сделаю вот этот ряд. Тут всего не хватает одной ячеи. Потом, чтобы не обрывать ничего, то есть не обрезать нитку, вот эту ячею я соберу и перейду, опущусь вот на этот узел, на этот ряд. И провяжу уже вот здесь 3 ячеи. Вот так и провяжу 3 ячеи. Можно при провязи, когда вот здесь, допустим, здесь поймать нижние петли. Но я пока вам рекомендую, когда вы учитесь, не ловить эти петли. Ну вот мы поймаем хотя бы здесь вот одну, вот эту петлю. Поймаем, просто закрепим одну. На примере одной петельки я вам покажу, как ее поймать, крайнюю. То есть мы сделаем начало вот отсюда. Если мы начнем отсюда, то мы провяжем ячею, и у нас узелок будет вот здесь. То нам придется или обрезаться здесь, или прогонять по этой ячее, потом спускаться сюда и идти в обратную сторону. Можно и так, можно с любой стороны начинать штопать сеть. Что в эту сторону, что в другую сторону. Я как бы на примере вам покажу рваную, допустим, и вырванную клок, да, штопки рыболовных сетей. То есть вот здесь мы сейчас пристегнем одну ячею. То же самое, что как и в ранних видеороликах на канале, там в уроках, по-моему. Да? Вот мы прихватываемся с вами сюда. То есть приложил я, да, приложил. То есть нитку мы берем относительно сетеполотна такую же, по сечению нить. Завязал и сделал 2. Раз, 2. Скажем, я сейчас буду делать это, покажу вам, как это штопается на руках. Как это на руках штопается. Сейчас пододвину камеру. Как штопается это на руках. Потом можно, кто изначально учится, то подготовить плиточку. Плиточка будет составлять размерности ячеи. То есть, если 50-я, значит 50-я плиточка будет. Надо подготовить 50-ю плиточку. И тогда по этой плиточке уже провязывать. Более ровнее будет ячея. Я вам покажу там попозже в другом видеоролике, как рваную будем с вами штопать. И непосредственно уже применять плиточку. То, что я говорил, подстегиваемся мы сначала сюда. Я буду это делать на руках, на пальцах. Штопать на пальцах. Подстегиваем сюда 1. Подстегиваем сюда 2. Выровняли. Ну вот я по пальцам просто выровнял эти ячею эту. Относительно 2 рядом ячей. Делаю здесь узел. Делаю тут узел. Теперь опускаюсь, то, что я вам показывал, опускаюсь вот сюда вниз на эту ячею. Опустился до узелка. Просто не обрезая нить. Мы будем работать, не обрезая нить. Можно ее здесь и обрезать. Ну а зачем? То есть здесь сделали опять узел. И теперь, да, тут в ряде не хватает ячеи. Ну ничего страшного, мы потом к ней вернемся. И теперь мы провязываем этот ряд, ну оставляя эту ячею. Идем уже справа налево. В эту ячею равняю по этой ячее, добавляю ряд, который ячеи не хватает. Ее, вернее, хватает, она снизу. Ее надо подстегивать снизу. Но я говорю, пока, когда вы не умеете это делать, лучше туда не смотреть. Лучше туда пока не смотреть. Лучше там подрезать. Потом я вам покажу, как это подстегивать, как это смотреть. Пристегнули, да? Вот у нас пошло. Вот 2 ячейки есть. Одной тут не хватает, да? Ну, пускай она пока будет. Значит, идем дальше, подстегиваемся сюда, к этой ячее. Выравниваемся по ячейности. Выровнялись. Сделали тут узел.
Сделали тут узел. Вот у нас пошел ряд. Идет ряд. Петля, петля, петля. И вот сюда теперь нам осталось эту петлю. Но так как я вам говорил, мы подстегнем с вами нижнюю ячею подстегнем, то я просматриваю низ. Начнем учиться уже по низу. Вот она нижняя ячея. Вот она нижняя ячея, крайняя идет. Крайняя. Вот мы ее тоже пристегнем сюда, сразу уже сделаем. Тут как? Здесь это размерность, если у вас 50-ка, можно нанести на, я уже показывал, на игличку размерность нанести. Или взять линейку померить. Или вот так вот приложить до узла, к примеру. Хоп! Ваша размерность выдержана. Вы сразу замеряете по сети полотно. Замерили по сети полотно. Размерность выдержали. Зафиксировали просто узелочком, чтобы она не ездила никуда. Вот зафиксировано. И теперь сделаем уже непосредственно узел на ячее. Сделали узел. И теперь уже пристегиваемся. Вот где у нас порванная. Пристегиваемся вот сюда. На этот узелок, вот где хвостик расположен. Раз, два. Натянули полотно. Сети любят натяжку работать. Натянули, выровняли. Все ровно, все хорошо. И начинаем уже формировать здесь узел. Сделали узел. Вот здесь уже, непосредственно здесь, уже двигаться никуда не надо. Именно здесь. Тут мы уже просто подрезаем, оставляем там сантиметра полтора, обрезали. Просто это подрезали. Теперь смотрим здесь, как и было у нас. У нас не хватало с вами вот тут до ряда, вот ячея, вот. И здесь одной не хватает. И здесь мы уже будем с вами делать одну ячею, формировать. Одну ячею. Сформируем. Да. Ну и прихватимся. И прихватимся. То есть вот эту ячею начнем вот так делать. Только не провязывать, а сразу прихватим вот эту крайнюю. То есть отсюда прихватим ту и сюда. Как вот здесь мы с этой стороны с вами делали. Так же и здесь мы сделаем. Да, и сразу прихватим. Цепляемся вот на этот узелок, где не хватает. Как говорится, делаем захват. Формируем узел с вами. Сформировали узел. Да? Теперь подцепляем непосредственно ту ячею, которая у нас снизу висит. Вот она. Подцепили, пододвинули, да, вот, померили, хоп, померили, зафиксировали. И также делаем здесь узел. Вокруг двух и под одну. Да, сделали узел. И теперь вот сюда, где у нас не хватает, скажем, у нас получилось с вами, можно сказать, зеркальное отражение, да, мы здесь прихватываемся. Натягиваем на пальцах, выравниваем ячею, выровняли данную ячею. И здесь уже, а также делаем узел. Сделали узел. Также с этой стороны мы с вами просто подрезаем. Оставляю там 1,5 сантиметра. Подрезали. Теперь мы просматриваем дальше с вами, что у нас. Ну, у нас с вами ряд, скажем, этот ряд уже стал целый. Все ячейки здесь собраны, целый ряд. И здесь мы можем начать что отсюда делать провяз. Без разницы. Но так как мы с вами не собирали ячеи, нам низ придется подрезать. Так как мы не собирали, низ придется подрезать до целых ячей. Здесь, если посмотреть, что как пойдет непосредственно уже дальше ряд, и нам прицепиться надо куда-то. Чтобы нам прицепиться, нам надо вот это, извините.
Да, извиняюсь. И здесь непосредственно уже нам необходимо с вами, скажем, уже прицепиться сюда. Но здесь, когда вы будете уже проштопывать, скажем, да, уже работать с сетями, вам будет более понятно. То есть у нас должен сформироваться вот отсюда ячея должна сформироваться. Но чтобы нам ее сформировать, вот то, что здесь находится, эти моменты необходимо обрезать, то, что я говорил, потому что мы их с вами не ловили изначально. Если бы мы ловили их изначально, не приходилось бы обрезать, скажем так. Но пока вам надо научиться вообще пониманию. Когда вот ряд вы провязали, вот смотрим и рядом стоящая ячея, вот она идет. И вам надо сделать вот точно такую же здесь, вот на петлю прицепиться. Но подцеплять нитку не здесь, а необходимо вот это срезать. Вот это, вот отсюда начать и оставить уже целые петли там. Оставить там целые петли. То есть вот это мы подрежем. Вот отсюда один хвостик будет. Один хвостик. Отсюда мы начнем. Начнем, закрепимся и пойдем вот сюда. Потом отсюда у нас должны снизу быть тоже целые петли. Вот, мы начнем отсюда сюда и подхватывать нижние целые петли. Вот идет петля. Вот у нее, вот необходимо, то есть ряд сформировать, обрезать мне вот это лишнее здесь, оно не нужное. Лишнее подрезать. И вот здесь уже непосредственно посмотреть, вот здесь то есть сформировали мы с вами нижний, вот целый ряд идет. Вот ячея, ячея, вот ячея, и уже дальше они пошли. Вот они целые с двумя хвостиками. С двумя хвостиками. То есть прицепляемся мы уже вот сюда. Нашу игличку прицепляем. Вот сюда. То есть прицепили до узелка. Сделали узел. Сделали узел. И теперь мы цепляемся вот сюда. Два раза продеваем в ячею, выравниваем, подтягиваем просто. Вот, подтянули, и мы уже сразу выровняли с вами. Взялись за узелочек и сделали здесь уже непосредственно узел. Сделали узел. Теперь подхватываем вот ячея целая с двумя усиками. Ее из-под низу подхватили. Да? Также ее, допустим, выровняли, натянули, да, натянули, подтянули нитку, выровняли, взялись, зафиксировали ее. Съехала она у меня. Зафиксировали ее. Также теперь берем эту ячею снизу под две, под одну. И также мы ее сделали. Теперь необходимо нам верхнюю. То есть мы идем в последовательности. Верхнюю подцепляем, потом нижнюю подцепляем. Сейчас верхнюю делаем узел. Сделали узел. Теперь нам опять надо нижнюю подцепить с вами. Нижнюю подцепляем. Также держим. Также, допустим, вот, видите, ну, я на глаз уже тут беру, да, скажем так. Померили ее. Зафиксировали узелком. И сделали узел. Чтобы она не ездила никуда. Сделали узел. Опять теперь нам надо подняться, верхнюю зацепить. Верхнюю цепляем. Подцепили. И также делаем узел. И теперь уже на нижнюю, вот осталось у нас вот низ только. Подцепили. Выровняли. Выровняли. И также делаем узел. И как я говорил вам в предыдущих уроках, да, ну, чтобы этот узел не подразъезжался, можно вверх подняться, можно вот сюда вот вниз опуститься, еще на одну опустились и еще зафиксировали узел. Опустились просто по ячее.
И здесь зафиксировали узел. Все. И подрезали, оставили там 1,5 сантиметра. Все хвостики, которые здесь находятся, с ними ничего не надо делать. Не надо их трогать, не надо ничего обрезать. В таком состоянии они пускай находятся. Мешать они не будут, И вот в таком и будут находиться. Вот таким образом мы с вами заштопали рваную дырку. Рваную дырку на рыболовном сетеполотне. Ну, вот таким образом она обратно собралась. Все, сеть как новая. Заштопать несколько дырок на своей рыболовной сети, и сети у вас всегда будут в порядке. На следующем уроке мы разберем с вами уже вопрос непосредственно вырванный клок там сети полотна. Каким образом его заштопать. Ну, тоже небольшой кусок там вырвем. Разницы нет. Маленький он, большой. Главное понять смысл. Смысл в данной работе. На следующем уроке вот разберем именно вырванный кусок. Все. Спасибо за внимание всем. Удачного дня, хорошего настроения. Будем учиться. Будут вопросы. Задавайте вопросы. Буду показывать, рассказывать, объяснять.